Доброго времени суток. Так бывает, что умирая, человек оставляет все. Свое жилье, свои вещи, свои фотографии. И все это лежит никому не нужным долгие годы. В этот раз я побывал в заброшенном деревенском доме, где осталось все, кроме людей. Все вещи лежали под вековым слоем пыли, а входная дверь была открыта нараспашку. Ну что ж, приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня мы с вами посетим заброшенный дом, где когда-то давно жили старики. Находится он в глуши, посреди небольшого поселка. Когда-то давно, прошлым летом, я уже здесь бывал. И вот спустя примерно полгода я снова вернулся в это место и решил показать его вам. Заброшенный дом, теплица, какие-то постройки. Это, наверное, был сарай такой небольшой, но, скорее всего, внутри он будет пуст. Да, внутри действительно пусто. Это, наверное, был погреб, где хранили какие-то продукты. Тоже закрытый. Вообще, наверное, даже заколоченный. Какое-то небольшое помещение, такая квадратная будочка с дверью. Внутри тоже пусто. Валяются какие-то покрышки возле дома. А вот и сам дом. Впечатляет. Дом довольно большой. Вполне возможно, здесь жила даже не одна семья. Кто-то поставил лестницу для того, чтобы залезть на крышу. Но лестница уже сгнила от времени. Внутри даже остались занавески и много всего интересного. А вот сама теплица. Теплица открытая, но дверь заклинила. В принципе, тут можно все увидеть снаружи, что в ней внутри. А внутри пусто. Ну, кстати, несмотря на то, что прошло время, вся эта конструкция не рухнула. Видимо, тут все было сделано на совесть. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем пройти в сам дом. Входная дверь открыта нараспашку. Когда-то, видимо, она была закрыта на замок. Но замок висит просто на петле. Прихожая, стул. Все в пыли и паутине. Судя по всему, тут очень давно не живут люди. Когда-то тут была печка, но сейчас от времени она уже вся обрушилась. Ведро для того, чтобы мыть пол, и старый деревянный шкаф. Сапоги остались, валенки остались и куртка. Здесь жила семья стариков, которые, видимо, умерли. И после этого этот дом так и стоит заброшенный, никому не нужный. Старый холодильник. ОК. Какие-то инструменты.
Холодильник внутри не пустой. Тут остались какие-то соленья, какие-то запасы еды в банке. Не знаю, что это. И как-то пробовать, честно говоря, не хочу на вкус. Это, скорее всего, была кладовка. Здесь у нас связка ключей, возможно, от этого дома. Гвозди. Какие-то инструменты. Огромный котелок. И куча стеклянных банок. И опять какая-то одежда. Наверное, это был гараж или мастерская. Какие-то бочки стоят. Ведро с яичной скорлупой. Вполне возможно, что здесь были сельские животные. И это были настоящие яйца от курочек. Пустые бутылки. Коробка какая-то картонная. Еще какие-то ведра с чем-то. Рамки какие-то. Скорее всего, это было что-то для сельского хозяйства. Шкаф с банками. Какие-то огромные тиски, по-моему. Да, это тиски, сделанные на совесть в СССР. Куча всякой всячины. Тут была яма. Можно было загнать сюда какую-то технику и ремонтировать ее снизу. Но сейчас тут валяется очень много разных бутылок. От водки вон лежит бутылка, от пива. Неужели старики пили алкоголь в таких количествах? А может быть, просто собирали бутылки, чтобы сдавать и получать какие-то денежки? Сложно сказать. Такое помещение, судя по всему, это была кухня. И здесь была еще одна печка, но она тоже уже разрушенная. Лейка. Всякие кухонные принадлежности. Календари. Занавески остались на своем месте. Терка. Скайдра. Чистящие, моющие средства. Столовые приборы, ложки, вилки. Даже старое радио стоит тут. Телефон. Кстати, телефон до сих пор в рабочем состоянии. Все идеально крутится. Еще какие-то банки. Кружки. Часы, которые остановились и уже никогда не будут работать. А вот это календарь, на котором фотография этого дома. Вот так выглядел этот дом раньше, когда здесь жили люди. Смотрите, какое тут все было более живое, красивое зимой. И сейчас тоже зима. Календарь 2012 года. Получается, здесь уже 9 лет никто не живет. Еще один календарик 2011 года. Возможно, в 2012 году эти старики умерли. И тут уже никого нету. Даже чайная заварка, смотрите, есть полная. Тут очень много всего осталось на самом деле. Дрова. Да, здесь будет печное отопление. Какие-то вещи. Еще моющие средства. А вот лестница на второй этаж. Но туда мы пойдем немножко позже. Вот это, наверное, была ванная комната. Это, по-моему, висит душ. Да. Здесь был душ. А может быть, ванная, которую вполне возможно мародеры вынесли на металл. Какой-то бачок. Все в паутине и пыли. Вот так вот выглядел сельский туалет. Да, все по-деревенски.
Такой слой паутины, как будто здесь давно никого не было очень. Это помещение под лестницей. Наверное, была какая-то кладовка. Еще одна печка. Сюда открывали вот эту вот штуку. Это окошко открывали, закидывали туда дрова. И эта печка грела вот эти вот комнаты. Здесь было тепло в зимнее время. Вау. Вот это находка. На самом деле, в сравнении с прошлым летом, здесь уже очень большой беспорядок. Вещи разбросаны. И раньше здесь было чище и лучше. Вполне возможно, здесь были какие-то мародеры, которые искали что-то ценное. Диван, одеяло. Старый утюг. Кошелек. Какая-то ваза. Сумочка. Мне кажется, это была или гостиная, или комната бабушки, которая тут жила. Потому что вот висит шкаф, в котором женская одежда. Какие-то шапочки. Смотрите, какая прикольная шапочка с козырьком. Шкаф полный одежды. Так бывает, человек умирает, и все его вещи, его жилье остается никому не нужным. И вот так вот стоит очень долгие годы. Очень-очень много бокалов. Какая-то лодочка интересная, смотрите. Лодочка. И куча ваз. Украшения новогодние. Лампа. И очень-очень много одежды в шкафу. Какая-то установка. Честно говоря, не знаю, что это такое. Возможно, для того, чтобы сушить какие-нибудь яблоки или что-нибудь такое, но я могу ошибаться. Цветы когда-то здесь были. И градусник. Градусник уже не работающий. Копилка старая. Какие-то документы. Пожалуй, самая интересная комната, которая тут есть. Скорее всего, это была спальня. Здесь 2 кровати. Столик с какими-то лекарствами. Очень много разных таблеток. Берипсил. Устройство, чтобы мерять давление и пульс. Возможно, эти старики были больны уже в старости лет, и им приходилось уделять много внимания своему здоровью. Смотрите, это список телепередач тех времен. А сейчас это все в интернете, а раньше было вот так вот на бумаге. Кровать, да, тут очень большой беспорядок. Чемодан, еще какой-то портфель и календарик 2013 года. Кстати, это самый свежий календарь, который я здесь нашел. Свечка. А вот это, возможно, фотография людей в молодости, которые здесь жили. Возможно, это этот дедушка, который здесь жил, так выглядел в молодости. И американский флажок. Возможно, он часть жизни прожил в Америке, потом вернулся обратно на родину, в Латвию.
А вот президент Латвии Карлис Ульманис. Герб Латвии, латвийский флажок и какой-то цветочек сделан из бумаги. Возможно, его подарили внуки этим старикам. Очень-очень много разных книг. Таблица насчет расхода электричества. Каждый месяц здесь записывали показания, сколько электричества было потрачено. Счеты. Все под таким вековым слоем пыли. Какая-то коробочка. Детали от часов. И очень много разных документов и всякой всячины. А вот тут опять же фотографии этих людей. Возможно, это была вот эта бабушка, которая тут жила. Кассеты. Удостоверение к медали «Ветеран труда». Карклинш Артур Петрович. В 1987 году, возможно, хозяину этого дома было выдано вот такое удостоверение, что он ветеран труда за успехи в работе в то время, видимо. Шашки. Кстати, даже... это шахматы. Остались даже фигуры. Конь. Это, по-моему, ферзь, если не ошибаюсь. Еще тут их очень много. Старый телевизор, чемодан. Цветы, которые уже давно не растут. И флаг Латвии. Кстати говоря, очень интересный исторический артефакт. Тут есть такая реклама. В старые времена, когда банки платили очень большой процент по депозитам, можно было очень хорошо заработать на этом. Вложив, допустим, большую сумму денег на год, можно было зарабатывать каждый год по 8% от этой суммы. Такие плакаты я встречаю уже не первый раз в различных заброшенных местах. Действительно, когда-то это было перспективное направление. Какой-то веночек висит. И еще один флаг Латвии. Аккуратненько проберемся сюда. Тут у нас различные журналы на латышском языке. Про дом. Что-то такое. Еще один календарь 2010 года. И какая-то одежда старая. Еще какой-то журнал. Даже тапочки этих стариков остались на месте. Точнее, один тапочек, в которых они ходили. Но мне интересно больше посмотреть вот эти фотографии, которые здесь лежат. Возможно, можно было бы лучше узнать, кто здесь жил, и узнать историю этого места. Нашел фотографии людей, которые тут когда-то жили. Раньше были вот такие вот большие семьи. Много родственников, много детей. Вполне возможно, что хозяева этого дома тоже есть на этой фотографии. А вот это чья-то могила, смотрите. Крест и очень много венков. Еще какая-то смазанная фотография. На ней видно какого-то малыша. И в кадре рука. Черно-белая, все естественно. Еще какая-то небольшая фотография. Тоже очень-очень много людей. Это, наверное, была какая-то свадьба. А вот еще различные фотографии. Здесь вообще очень-очень много людей. Это как будто целый класс школьный. Но люди, естественно, взрослые. Но я имею в виду по количеству людей. Очень-очень много людей. Вот это вот
Какие-то семейные фотографии уже кого-то. Вот это, возможно, был хозяин дома в молодости. Но я в этом опять же не уверен. Вот это вот тоже все, естественно, черно-белое, старое. Тоже какая-то семья, судя по всему. Тот же самый человек. Еще одна фотография, где тоже очень много людей. А вот фотография, где кто-то умер. Фотография в гробу. Возможно, это были родители тех людей, которые здесь жили. Какая-то фотография водонапорной башни или чего-то такого. А это был какой-то праздник. Лесная фотография. Это, судя по всему, тоже похороны. Вот двое людей несут, по-моему, гроб или венок несут. И идет такая толпа, оркестр с дудками, с флейтами. Да, это определенно фотографии с похорон. Несут гроб. Тоже с похорон фотография. А вот это, возможно, была бабушка в молодости, которая здесь жила. Но я тоже в этом не могу быть уверен. Куча людей с бокалами. Возможно, это какой-то праздник положительный, не похороны был, но сложно сказать. И открытка. Поздравления с Новым годом. Лайми Буяуну Гаду. Так. За 2001 год. Счастливых зимних праздников. Желаем богатый, счастливый, здоровый Новый год. Обалдеть. Этой бумажке 20 лет. А вот это, возможно, уже люди, которые здесь жили в старости. А вот эта фотография, судя по всему, с военного времени или послевоенного. Едет очень много людей на 2 грузовиках. Почему-то у меня такая ассоциация, что они поехали в лес срубить елку на Новый год. Но, возможно, это и не так. Еще фотография в гробу. Возможно, это был тот старик, который здесь жил. А может быть, это были его родители. Сложно сказать. Это у нас какая-то фотография, где очень много различных мужчин, таких уже в возрасте. И все в таких шапочках, смотрите, ушанках. Возможно, Крым, 1977 год. Возможно, они ездили на отдых куда-то. Те же самые фотографии с Крыма. Да, видимо, у этих людей была в молодости очень насыщенная, интересная жизнь. А вот это, возможно, фотография, снятая где-то здесь. Пикник на природе на фоне вот этого дома. Еще одна фотография, где кто-то умер. Маленькой девочке кто-то дарит цветы. Возможно, это ее день рождения был. Это, возможно, опять же, хозяйка этого дома в молодости. А вот это хозяин этого дома в молодости. Может быть. Потому что очень много фотографий с этими людьми. Это тот же Крым 1977 года. Так. Так, это все те же самые фотографии. С одного и того же места, того же времени. Тоже очень-очень много людей. Берни Бассветкос. Праздник детства. Праздник детства. А вот это чья-то свадьба. И очень похоже, что это была свадьба хозяев этого дома. Вот жених и невеста. Ну вот и все. Фотографии на этом подошли к концу. Сейчас я их аккуратно сложу, положу в ящик, где они лежали, и мы пойдем с вами дальше. Поднимаемся на 2-й этаж. Старая деревянная лестница, но надеюсь, она
достаточно крепкая и меня выдержит. Второй этаж, к сожалению, пустой. И тут царит полная разруха. Кстати, очень странно, что мародеры не вынесли вот эту батарею на металл. Очень красивые виды в окно. Но тут все пусто. Круглый стол посреди комнаты. И чердачное помещение. Но я думаю, что оно, скорее всего, будет пустое. И все в паутине. Чердачное помещение, да. Вряд ли там что-то будет интересное. Но я бы попробовал туда зайти. А вот само чердачное помещение. Тут какая-то мебель, кровати. Крыша, кстати, со временем продырявилась. Какие-то ящики с банками. И лестница еще на один чердак. Вот такое у нас с вами сегодня получилось видео. Зачастую, умирая, человек оставляет все свои вещи, свое жилье. И можно вот так вот прийти в такие заброшенные места и окунуться в историю этого места. Всем спасибо, кто меня смотрел. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Если вы хотите видеть новые видео с таких же заброшенных мест или чего-нибудь другого, подписывайтесь на канал, поддерживайте мой материал лайками, комментариями. И, возможно, в будущем я порадую вас новыми виртуальными экскурсиями.